Всем привет! Эта история началась во время пандемии, когда, сидя в четырех стенах и пытаясь пролистать ленту YouTube до самого конца, наткнулся я на некоторые ролики по ванлайфу, баслайфу, где люди строили автодома, путешествовали на них. И эта идея, единожды попав, уже больше не отпускала. Поэтому через какое-то время решили построить собственное транспортное средство для отдыха. Определились с типом транспортного средства, определили основные параметры, и начали строить. Конечно же, опыта постройки не было, это первый наш автодом. Поэтому определили основные параметры, такие как сколько нужно воды примерно, сколько нужно электроэнергии, какие должны быть солнечные панели, какой емкости баки черной серой воды, система водоснабжения, все такие мелочи. Построили и поехали в первое же путешествие, которое показало, что мы забыли одну главную вещь – отсутствие горячей воды. Конечно, без горячей воды можно как-то путешествовать, можно с этим смириться, но, честно говоря, комфорта это не добавляет. Поэтому поставили после этого сразу же бойлер. Бойлер был электрический, и все лето мы отъездили без особых проблем. То есть заливали воду, днем, когда солнышко светило, включали бойлер в электросеть, бойлер подогревал воду, и этого хватало на день-два. И вопрос этот, думали, что закрыт. Но в октябре, когда мы ездили в путешествие, солнца уже не было столько, поэтому воду подогревать было довольно сложно, аккумуляторы высаживались довольно быстро. И выяснился еще один нюанс, заключающийся в том, что как-то раз мы ночевали, и температура опустилась где-то до минус 4, и у нас с утра произошел неприятный сюрприз. Мы обнаружили, что электроэнергии у нас нет, потому что были настроены платы БМС, так что при отрицательной температуре они не заряжались и не отдавали электроэнергию от аккумулятора. Перенастроили БМС-ку на то, чтобы при минусе можно было отдавать. В принципе, это большого вреда аккумуляторам не приносит. Но все-таки вещь довольно-таки неприятная, поэтому задумывались о том, что нужно бы каким-то другим способом подогревать воду в бойлере и обогревать аккумуляторы. Поэтому был куплен фен мокрый, китайский, мощностью он был 12 киловатт. И далее приступили к построению системы горячего водоснабжения. Первоначально были цели подогревать воду и подогревать отсек с аккумуляторами. Заодно, где черная и серая вода находится, они также находятся в неотапливаемом помещении, поэтому также могли быть неприятные сюрпризы, если ехать в отрицательные температуры. По мере строительства системы было много итераций, в результате вылилось во что-то немного другое. Подробнее в этом ролике со всей историей, как это происходило и какой результат мы получили. Собрал такую группу. На обратке у нас есть возможность подключить печку, либо без печки. Вот здесь печка у нас подключается. По подаче тоже собрал группу. Там два. Сейчас отсюда, наверное, будет лучше видно. Два обратных клапана лепестковых, чтобы не передавливала контура. В принципе, все работает, но есть некоторые нюансы. Так, сейчас попробуем ее запустить. Да, здесь вот собрано, значит, на обратке поставил такой расширительный бачок. Расширительный бачок сделан из термоса, но, наверное, его буду менять, потому что не смог найти из нержавейки горловину с переливом и с крышкой. И пару раз у меня печка вскипала и вытекала жидкость сюда. Где-то литров 5, наверное, вытекло в общей сложности при настройке.
Сейчас попробуем запустить, покажу. Вот такой пульт у нас имеется от печки. Пока с управлением не разобрался, потому что инструкция, которая к нему прилагалась из разряда «в огороде Бузина, в Киеве дядька», не особо понятно. В основном расписано какое-то приложение для управления через GPRS, но как такового здесь ни симки, ничего нет. Включается нажатием. Вот. Еще гудит насос. Насос, наверное, надо будет тоже перебрать, потому что какое-то странное гудение из него доносится. А по идее он гудеть не должен, он индукционный, бесщеточный. Должен работать, по идее, тихо. Судя по изменению звука, скорее всего насос управляется либо по напряжению, либо еще как-то. Хотя там вроде двухпиновая колодка вроде, значит по напряжению, скорее всего. Печка при запуске также, пока не вышла на режим, издает звук, похожий на какой-то резонанс при горении. В принципе, запускается без дыма. Не особо помогает. Звук доносится в основном из самой печки. Сейчас будет выходить дальше на режим, и звук пропадет. Ну вот, печка вышла в режим. Но этого звука резонанса уже нет. Но печка все равно работает довольно шумно. Видимо, сказывается то, что она 12 киловатт. Сухой фен работает намного тише. Ну, температура, в принципе, растет тоже довольно быстро. Сейчас контур включен через печку, поэтому немного медленнее, чем если бы был подключен один бойлер. Ну и в бойлере воды сейчас нет. Просто в контуре. Сейчас объем системы где-то порядка получился 6 литров. 6-7 литров. Ну что-то не очень нравится мне система, как работает. Скорее всего буду делать по-нормальному с использованием гидрострелки. Вот у меня осталась такая труба из нержавейки диаметром 90, ну чем-то миллиметров, которую я брал на изготовление трубы от турбины для глушителя. Из этого отрезка я сейчас попробую сделать гидрострелку, ну и систему сделать уже нормальную с поставщиками тепла и потребителями. Ну, придется единственное, что больше насосов поставить циркуляционных.
Ну вот, собрал такую гидрострелку. Сейчас ее прессовал давлением 2 атмосферы. Вроде нигде не подтекает. Тут, значит, вход для 2 источников тепла. Для печки дизельной, для теплообменника. И 2 выхода для разбора. Один будет на бойлер, на печку, второй, ну так, резервный для салона. Сейчас подсобираю ее немножко и дальше буду устанавливать. Вот собрал по месту гидрострелку, подключил все. Но испытания как бы показали, что есть чего здесь дорабатывать. По большому счету не справляется насос, который прокачивает охлаждающую жидкость через бойлер. И там я еще поставил дополнительную печку. Вот сейчас как раз он работает. Вот стоит там вверху вертикально. Так, гидрострелка у нас предполагает 2 источника тепла. Это теплообменник, который с двигателя будет тепло отбирать. И дизельный подогреватель. Кстати, насос подогревателя я перебрал. Шуметь он стал чуть поменьше. В результате переборки там выявилось, что турбинка была забита каким-то песком. И даже часть отверстий в турбинке не была как бы вообще, ну, отлита с браком, видимо. Пришлось проковыривать. Пока холодно, в принципе, не грузится. Ну, пока обратка холодная. Кран сейчас включен на проход теплоносителя через печку дополнительную. Ну вот, поставил автобусную печку. В принципе, она тоже шумная. Ну и тепла дает не так много, как хотелось бы. Хотя у нее заявлено вот здесь на шильдике, что вроде как 6 киловатт. Даже 6,3. Вот. Но тепла она дает явно не столько. Хотя подача и обратка горячая. Непонятно почему не производит обмена. Ну и так я подумал, что если я поставлю таких несколько печек, то в принципе каждая печка потребляет 100 ватт электрической мощности на вентилятор. И допустим вместе уже с самим Webasto, ну, китайским мокрым феном и циркуляционными насосами уже будет порядка полкиловатта потреблять мощностей, что как бы не совсем правильно. При движении еще куда ни шло, от аккумуляторов это будет довольно-таки большое потребление постоянное. Ну и при движении оно в принципе совсем не нужно. При движении будем греться от двигателя. Вот поэтому у меня есть еще одна мысль. Не знаю. Пока думаю. Ну вот, подъехали заказы. Это батарея алюминиевая. Межцентровое расстояние у нее 200, высота 276. Грубо говоря, треть от обычной батареи. Решил я все-таки попробовать систему пассивного отопления без раздува. Для этого я приобрел на контур еще один дополнительный насос, который, как заявлено, 22 литра в минуту дает производительность. Ну и попробую все-таки пассивное отопление, потому что потребляемая мощность на раздуве, ну, довольно-таки большая. Но плюсом такой системы является то, что и шума не будет, я надеюсь. Потому что вот сейчас даже работает фен сухой, но от него шумно, и ночью, честно говоря, спать не особо комфортно, когда особенно он работает в режиме нагрев останов, там до достижения определенной температуры. Ночью постоянно просыпаешься, когда он врубается на полную. Тоже не есть хорошо. Но надеюсь, что с этими радиаторами будет как бы потише. Ну вот, начал протягивать трубу в туалет и душ. Значит, здесь будут, ну, как бы последовательно соединены все радиаторы. И вот здесь на стенке тоже повешу маленькую батарею. Ну, 3 секции, наверное. Чтобы было здесь тепло. Так, это 20 трубой все растягивается, чтобы сильно поток не тормозить.
она уходит туда вниз, где баки с водой. Демонтировал сиденье и начал протягивать трубу для батарей. Батареи будут стоять за сиденьями с этой стороны и с этой стороны. Вот здесь будет стоять 6 секций, а здесь будет стоять 8 секций. Соединю последовательно эти две батареи. Ну, не знаю, хотел сначала все батареи последовательно соединить, но потом подумал, что, наверное, надо разделить будет на две части. Одна часть будет вот здесь вот в салоне, а вторая часть будет в санузле. Вот здесь я поставлю 3 секции. В принципе, наверное, должно хватить. Насколько я понял, каждая секция что-то около 30 Вт дает. Ну, не знаю. Заявлено, что 8 секций на 8 квадратов, 6 секций на 6 квадратов. Соответственно, получается одна секция на квадрат. Ну, сомнительно, конечно, но окей. В качестве резервного источника будет также сухой фен. Вот он у меня стоит под бойлером. Сейчас он работает. Но, в принципе, он работает вот уже целый день на полную мощность, да. Заявлено вроде у него 8 киловатт, хотя вряд ли. Наверное, все-таки 6. И на улице у нас минус где-то 8. И нагрел он всего лишь до плюс 10. Так что в качестве полноценного отопителя для всего салона зимой он не подходит. Ну вот уже наступила зима. Сегодня минус 15. Закончил в отсеке разводку отопления. Вот получилась разводка такая. Это у нас подача-обратка под сиденьями, которые батареи. Здесь у нас подача идет на батарею, которая в санузле. И вот обратка с этой батареи идет на вход батареи, которые будут обогревать отсек баков и аккумуляторов. Там идет обратка, и там они возвращаются. Провозился я с этим целый день. Тот еще гемор ковыряться в таком узком месте. В салоне получилось вот так вот. То есть батарея одна, батарея вторая. Это один контур. Значит, и под кровать приобрел вот такую батарею. Она предназначена для того, чтобы, если окна большие, они не запотевали и встраиваются в пол. Я ее решил поставить под кровать. Вот здесь сбоку протяну трубы, прослью отверстие и вот эту печку уберу. Она ни к чему. И получится у нас как бы раздельная контура. Но он также будет включаться, эта батарея, еще трехходовым краном, который после бойлера, чтобы летом не жарило. Задумка такая, что тепло будет идти под кровать и затем по сторонам выходить, как бы, и подогревать воздух. Надеюсь, получится. Санузле вот так уже собрал. Вот маленькая батарейка тут стоит. Надеюсь, ее хватит. Сейчас нужно закончить с батареей под кроватью, поменять расширительный бачок. Вот приобрел вот такой бачок на Алиэкспрессе. Он из нержавейки, тоже объемом 1 литр, но у него есть снизу подача и обратка. Ну, в смысле, перелив. Будем надеяться, что поможет нам. Здесь закрывается, сверху закрывается герметично. Поставлю его на то же место. По идее, старый расширительный бачок из термоса тоже объемом 1 литр. Должно получиться. Ну, вот так это сейчас все выглядит. Насос опустил вниз, потому что когда они стояли сверху, образовался воздушный карман, и насос никак не могли выгнать воздух. В этом положении гораздо все проще. Расширительный бачок, вот так он выглядит. То есть он уже с переливом, нормально все. Но единственный минус, похоже, что слишком большой объем теплоносителя, и как бы его не особо хватает. Ну и подкапывает
во всех соединениях, ну не во всех, в некоторых соединениях антифриз. Текучая зараза такая. Мы будем здесь маленько исправлять. Потому что решил добавить еще одну батарею. Вот сейчас это вот так все выглядит. Батарея стоит одна здесь за сиденьями, вторая стоит здесь. Ну и решил еще вдобавок поставить вот сюда батарею одну за водительское кресло. Тоже сейчас подключу ее последовательно. То есть вот эти три батареи будут работать последовательно. В принципе, протока хватает. Насос довольно сильно качает. Сзади под кровать поставил радиатор. Вот конвектор. Вот такой вот, чтобы подогревал воздух. Но похоже, что мощности его не особо хватает. Тоже надо будет подумать. Надо будет провести испытание полностью и посмотреть на прогретом автобусе, как это все поддерживать температуру. В санузле вот 3 секции. Довольно-таки хорошо греет это пространство. Поставила там термометр на поддон. В принципе, он отогревается до 16 градусов. Я думаю, нормально. Учитывая, что в автобусе при этом градус 4-5 тепла. Ну вот, смонтировал батарею возле водительского кресла. В принципе, насоса хватает. Характеристики как были заявлены, 22 литра в минуту. Похоже, он так и выдает, потому что даже слышно, как вода журчит. Практически не остывает. Какая подается, примерно такая же и возвращается. Ну, понятно, что на сколько-то градусов меньше, но такая же возвращается обратно. Вот, сегодня работает уже, получается, около, ну сколько, 11 часов отопления. Я сегодня его включил. Решил сегодня попробовать заночевать. Вот такая температура. Значит, сверху это температура внутри 15 градусов. 2,5 это температура снизу в отсеке, где баки. Причем батарея стоит где баки, а термометр, ну этот удаленный, да, датчик температурный лежит в отсеке, где аккумуляторы. Там еще вентилятор не поставлен, поэтому только через верх, ну и через какие-то отверстия, которые там есть, тепло поступает в соседний отсек. Посередине это температура в душевой. Там термометр, датчик стоит прямо на поддоне. Он еще и подогревается, похоже, снизу, как раз той батареи, которая под ним в отсеке, которая для баков. И температура на улице минус 4,6. Вот, в принципе, так это все выглядит. Решил сегодня попробовать заночевать. Посмотрим, что из этого получится. Единственное, что окно еще не утеплено до конца. Получается, что ну, там обычный как бы, ну, кокосовое волокно, как бы в чехле, да, и подвешенное. Но вот за летний сезон почему-то он скукожился. Не знаю по какой причине. Был во все окно, теперь почему-то не достает до краев и образуются щели. Но я уже купил войлок на, по-моему, на флисе 10-миллиметровый. Вот по размеру хочу вырезать. И в каком-то ролике у кого-то уже видел, что прямо липучки клеят на стекло и на липучки садят этот войлок на флисе. Получается плотно. Ну и вообще надо подумать, нужно ли здесь стекло на самом деле. Потому что все лето оно было закрыто. Ну все, сейчас буду пробовать ложиться спать. Да, еще надо будет поставить батареи в датчик угарного газа. Поставлю его внизу. Плотность угарного газа больше, чем воздуха, поэтому скапливаться он будет снизу. Ну вот, в принципе, работает. Вот у него штатное место вот здесь. Сейчас мы его сюда как оно там стоит. Вот, все, поставили. Эту дверь я подзакрыл, подтянул. Ну вот, в принципе, расстраивает только то, что
У этой печки нет, ну, у фена, который мокрый фен, китайский, нет промежуточных ступеней мощности. Он либо включен, либо выключен. То есть нагревает до 80, доходит до 60, снова включается. Ну и при этом потребляет, соответственно, как бы много электричества, да, на запальную свечу постоянно. Вот это такой вот, как бы, недостаток есть существенный. Но так, в принципе, вроде работает. Ладно, будем ложиться спать. Проверим, что получится. Время сейчас 11:30. Всем доброе утро. За окном уже светает. Время 9 утра. Так, спать было, в принципе, нормально. Температура внутри 16,2 вот здесь показывает. Так, внизу уже минус. Ну, похолодало немножко до минус 7 практически. Ну и в душе 23,8. В принципе, шума от этой системы отопления гораздо меньше, чем от воздушного фена. Надо еще что-то подумать с насосами. Там насос самого фена сильно гудит, если вы слышите сейчас. Вот, в принципе, может быть, поставить обычный, вот эти вот, которые продаются Луифей. Там сопротивление на входе-выходе между мокрым феном и гидрострелкой практически нет. Может быть, его и хватит. В принципе, просто циркуляция 800 литров в час. Ну, в принципе, должно, может быть, и хватить. Не знаю, как посчитать. Это. Ну, по-хорошему, по идее, бы еще где-нибудь добавить теплосъема. Тогда, наверное, будет система работать эффективнее. Сейчас она работает в режиме on-off. Нагревает какое-то время, потом где-то минут 10 просто стоит. Ну вот, сделал подключение штатной системы охлаждения автобуса к локальной системе отопления. О, гость пришел рыжий. То есть вход от двигателя подключается на вход теплообменника. С выхода теплообменника идет на трехходовой кран, откуда она может возвращаться обратно в двигатель, либо идти на отопление печек. Вот, систему также проверил. Вот есть еще такая, как бы, штатная система подогрева двигателя, ну, которая также может подогревать салон. С помощью нее проверил эффективность теплообменника. Ну, в принципе, заявленные 30 киловатт, я думаю, с лихвой покрывает, потому что температура на выходе вторичного контура такая же, как на входе первичного практически. Также врезал вентилятор в систему, которую между отсеками. Вот. Здесь место для черно-серой воды. И вот здесь стоит вентилятор, который подает воздух в тот отсек, как раз где стоят аккумуляторы. То есть, по идее, должно проходить вот через те щели воздух, нагреваться от радиатора и потом дальше поступать к аккумуляторам, также подогревает этот отсек. Вот. В ходе, как бы, эксплуатации выяснилась неприятная вещь. Вот, видно, наверное, да? Подтекает антифриз. Практически, ну, не во всех, конечно, но во многих соединениях. То есть герметизацию я делал с технической нитью, и во всех местах, где оно сделано с технической нитью, через какое-то время начинает, ну, сочиться и подкапывать. Понемногу, по капельке, но вот такие лужицы наблюдаются. Единственное, что заметил, в некоторых местах я пробовал сделать подмотку просто фторопластом, ну, лентой фторопластовой, сантехнической. И вот если сделаешь качественно подмотку, то есть соберешь узел, и он в этом случае не течет. Так что, думаю, надо будет все резьбовые соединения, где использована сантехническая нить, переделать на фторопластовую подмотку. Труднее, конечно, муторнее, но я думаю, других вариантов нет. Тосол, ну, дифриз. Такая текучая штука, что везде практически просачивается. Вот. И после того, как заменю всю подмотку, устраню течи, планирую проверить уже в поездке это. Ну, необходимо еще коробку собрать с задним мостом. Вот, и где-то недельки, наверное, через 2-3
планирую проверить это уже в реальной поездке. Ну, на этом все. Всем пока.